Всем привет, с вами как всегда Юлия Баталова. Сегодня прекрасный день. Сейчас 21 градус тепла на улице, и на этой неделе обещают, на следующей даже, под конец этой недели, следующая неделя, обещают, что будет очень-очень жарко, там до 34 градусов, вот. Ну а я, друзья, сейчас пойду провожать детей в садик. Вот, с утра уже проводила мужа на работу. Друзья, обычно я с утра выпиваю куркуму и ним, скатываю сама лично вот такие вот шарики из обычной куркумы магазинской, которую я покупаю здесь, в Турции, с медом скатываете. И ним я вот из России с Озона заказала, мне привезли. И выпиваю натощак с теплой водичкой за 10-15 минут до еды, друзья. Вот так вот я выпиваю, хочу вам тоже рассказать об этом, делюсь. Хочу немножко объяснить. Куркума, ним, в сочетании с нимом они очищают организм, кишечник, и еще они убирают воспаление в слизистой желудка. Вот. И некоторые, возможно, могут там задаться вопросом, что типа если бактерии типа очищают бактерии, там микроорганизмы, они и хорошие бактерии могут очистить. Нет, друзья, это именно вот для очищения слизистой желудка от воспалений, от бактерий ненужных. Почитайте в интернете, именно отдельно куркуму пить не стоит. В сочетании с нимом кто-то пишет типа с острым перцем, вот, но острый перец непонятно, как еще на желудок будет влиять, а в сочетании с нимом это идеально. Это вот, знаете, вот, допустим, хлорка из воды, она убивает, да, все бактерии, и хорошие, и полезные. А именно вот ним в сочетании с куркумой, можете в интернете набрать, она убирает именно воспаление и все ненужные бактерии. Нужные остаются при нас. Вот. Еще хотела по поводу апельсинового сока сказать. Действительно, я в прошлый раз снимала, что мы апельсиновый сок с утра пьем, но это ни в коем случае не натощак, друзья. Это после еды, либо во время вместе с едой, не натощак. Апельсиновый сок натощак пить нельзя. Вот, вроде все сказала, что хотела. Сейчас пойду в садик детей отводить. Так, вчера я еще сходила химохим, взяла, потому что начала принимать химохим. Теперь по 2 саше. Вот. Если одно саше пьете, это для профилактики, а 2 саше это уже для лечения, поэтому я решила по 2 все-таки принимать. Хотела сказать, что очень хорошо повлияло на меня химохим. У меня перестали болеть кости ног, рук, вот эта вот ломота в теле у меня присутствовала всегда. Вот. К вечеру я очень сильно уставала, не могла уснуть. Вот эти все моменты у меня ушли. Поэтому я решила все-таки пропить как по курсу 2 саше в один, 2 саше в день, 2 саше. Вот. И как раз вот эта большая упаковка, она на месяц хватает. Я все-таки пропью. А еще я заказала себе сок Нони из России, и скоро он тоже придет. Так, уходим из дома. В общем, смотрите, Алмаз у нас любит вот так вот убираться. Очень. И вчера у нас пришел столик, и мы вот так вот сейчас его выкинем. Сейчас покажу я его. Я вчера вам уже обещала его показать. Сейчас. Вот такой вот заказали стол. Это мне для того, чтобы сидеть краситься. Смотрите, какой стол красивый. С доставкой 3800 лир получился. Вот, еще надо заказать зеркало и пуфик. И вообще я сегодня расскажу, сколько мы вообще денег тратим. В общем, все сегодня я расскажу. Сейчас детей только отведу в садик. Я вчера пленкой обмотала, чтобы можно было легко. Вообще легкая вещь. Вот так вот Алмаз у нас помогает. Сейчас выбросим на улицу. И, друзья, давайте я начну с того, сколько стоит же садик. Как раз детей в садике оставила.
Садик стоит за одного ребенка, обучение отдельно, а питание отдельно. Обучение стоит 6000 лир. 6000 лир это на одного ребенка. Питание стоит 2500 лир на одного ребенка, друзья. И получается, что за питание платит организация. И еще организация у нас оплачивает 2 детей. Вот, у нас 3 детей. Давайте я сразу расскажу для тех, кто на канале впервые. У меня 3 детей. Мы в Турцию переехали 2 года назад, пожили 1,5 года в Газипаше, переехали теперь в Мерсин по работе мужа. Муж работает на Аккую, и это совместная организация российская и турецкая, строит электростанцию. Вот, она еще не запущена, запустится, наверное, не знаю, не могу сказать. Это все строго конфиденциально. Вот, ну, я примерно так сама лично думаю, ну, может быть, к 30-му году, может быть раньше. Вот, в общем, как-то так. Сейчас зайду быстренько в магазин, куплю молоко. Говорят, сейчас типа откроется. Здесь, кстати, магазины открываются в 8:30. Вот, а в Газипаше у нас в 9 только открывались магазины. О, смотрите, друзья, Несквик. Килограмм по 89 лир. Я это точно возьму. Детки любят Несквик. У нас, друзья, здесь 2 магазина рядом. Даже 3-й еще есть. Вот, вот обычно мы в А101 ходим, в Шок. Либо здесь есть маленький продуктовый магазин. Вот так он выглядит. Здесь еще есть средняя начальная школа. Вообще уже очень сильно жарко, поэтому, не знаю, если будет 34 градуса, это сейчас вот 26 днем показывает, да, 34, если днем будет, как это будет, наверное, невыносимо жарко на улице. Птичка. Вот, ну давайте продолжу рассказ. Вот, в общем, у меня 3 детей, у нас 3 детей, и из них только 2 оплачиваются. Садик либо школа выбираете. Так как здесь у нас старший сын ходит в русскую школу, мы выбрали школу, потому что она дороже. Она идет 12 там с копейками, 12 тысяч лир с копейками в месяц, плюс еще отдельно питание. Получается, что мы выбрали школу и 1 садик. Так что мы оплачиваем только садик. И так как у старшего сына питание дешевле, чем в садике, его питание. Вот, то есть оплачивают только 2 детей. Питание мы оплачиваем садиковское, 2 питания, а обучение оплачиваем школу плюс 1 садик. И выходит у нас, в общем, где-то около 8 тысяч лир на ребенка. Садик плюс школьное питание. Вот. Это за обучение мы оплачивали ежемесячно со своего кошелька, друзья. Собачка разлеглась прямо на середине дороги. Вот так вот. Здесь собачки любят лежать там, где хотят. И здесь можно часто встретить людей. Не алкашей, конечно, но тех, кто вот так вот в мусорках что-то собирает. Не часто, конечно, но по утрам обычно такие ходят. А еще такое есть, что даже вот я вижу мальчика одного. Ну, это не турок. Скорее всего, это сириец. И он тоже на велосипеде ездит, по розовом велосипеде, и собирает, ну, что-то вот смотрит там, что можно взять домой. То есть вот такую картину утром можно увидеть. Это, конечно, очень сильно расстраивает. Вот. Это еще на этой стороне Селивке более-менее. А когда на ту сторону выходишь реки Гёксу, там вот где старые дома, там очень много сирийцев, много детей ходят без обуви. Да, ну нет,
Некоторые без обуви, ну, наверное, там есть обувь какая-то. Некоторые вот обувь, некоторые обувь одевают, и обувь это очень такая старая. Вот так вот, друзья. Знаю, что у всех на этот счет свое мнение, и мнения бывают разные, поэтому давайте не зацикливаться на этом и идем дальше. И, друзья, я дома. Вышла на балкон попить кофе. Вот, и продолжить наш разговор, друзья. Считай, по поводу обучения я вам рассказала, сколько мы платим. Ну, считай, 8000 лир это у нас уходит на питание плюс 1 садик. Это 8000 в месяц лир. Вот, пока расходы такие. Далее идем. Что случилось? Почему шатается? Сейчас я выпью как раз химохим и под стол поставлю, чтобы не шатался. Вот, химохим у меня всегда и в сумочке лежит, и если в дорогу я куда-то и на море, я с собой беру 2 пакетика. Выпивая химохим, чувствуешь очень сразу такую бодрость. И вот у кого-то такое вот бывает же, одышка, там, слабость, вот это оно уходит. Даже вот записывая видеоролики, общаюсь с людьми, бывает такое, то, что чувствуешь слабость. Ну, потому что как бы это все равно трата энергии своей. Научно-исследовательский институт корейский 8 лет трудилась над этим. Научно-исследовательский институт атомной энергии называется. 8 лет трудилась над этим производством, то есть над созданием. Вот. И химохим сейчас в Корее занял 1 место по объему спроса в сетевом маркетинге, в сфере сетевого маркетинга. Вот. И как там некоторые скажут, ну это, наверное, плацебо. Вот, плацебо, что это, когда самовнушением ты исцеляешь себя. Я хотела себя исцелить от усталости, от того, что у меня там, я не могла уснуть. В итоге у меня исцелилась другая вообще болезнь. У меня кости болят, руки болят, тело ломит. То есть у меня вот есть немножко предрасположенность к этому наследственная. Если бы это было плацебо, я бы, наверное, излечилась все-таки от вот этой усталости хронической какой-то, нежели вот от этой болезни, я так понимаю, самовнушением. Ну а здесь я внушала, что мне будет, то есть я наберусь энергии, то есть у меня вот такая была мысль, а тут у меня, считай, перестали болеть ноги, руки, то есть мне прям хорошо физически, и поэтому я сразу вам хочу сказать, что это не плацебо, 100%. Оно действительно действует, и многие, кто попробовали уже химохимию, врачи пишут такие большие отзывы об этом. Вот, есть отзывы в Телеграме, там около 20 000 человек, и они все делятся, как это чудо-средство им помогло. Ссылку оставлю внизу в описании, переходите, смотрите и будьте здоровы и берегите свое здоровье. Кстати, вот подписчики писали про здоровье, это, наверное, из-за скуки. У меня старший сын ушел на ОГЭ, сейчас они сдают ОГЭ, это 9 класс. Вот, слава богу, что он у меня не настолько переживает, то есть, как и я, в принципе, не парится, идет как на обычный день учебный, вот, и это хорошо. Лишний раз эмоционировать вообще не стоит. Вот. И о чем я хотела сказать? Так, ну, вообще, те, кто на канале впервые, хочу сказать, что я занимаюсь Atomy. Это компания производит всякие БАДы, косметика, товары для дома, и рекламирую это все, я занимаюсь бизнесом. При этом я потребитель этого товара. Вот, мне это очень нравится. На днях предлагала
Точнее, девчонка спрашивала, типа, в чем заключается суть бизнеса. Я ей объяснила, я говорю, просто предлагаешь и пробуешь. Так это, говорит, нужно вложение. Что хочу сказать, это не нужно вложение для этого. Просто ты знакомишься с продуктом. Ты же не говоришь, что когда, вот, допустим, ты пересаживаешься с турецкого или русского, российского транспорта на корейский транспорт, что ты вкладываешься, да? То есть ты же, по сути, этим пользуешься. Вот то же самое. Вместо каких-то там аптечных БАДов ты принимаешь корейские БАДы. Вот те же витамины ты просто покупаешь из Кореи напрямую, без посредников, то есть без всяких там дополнительных наценок. Вот, цена очень дешевая, недорогая и доступна всем. Поэтому это не вложение, я считаю, это, ну, если только можно сказать, вложение в себя, вот, в свое здоровье. И я как раз-таки вот занимаюсь атами и ютубом, друзья. На ютубе у меня еще несколько каналов, вы можете переходить по ссылке. По ссылочке внизу, там у меня есть кулинарный канал, я очень люблю готовить, я еще веду кулинарный блог. А также у меня есть канал «Сильнейшая мотивация», это, кому интересно, можете переходить, изучать. Ну и, собственно, вот этот вот канал. Вот. Ютубом я люблю заниматься, ютуб я не брошу, потому что ютуб это для моей души, можно сказать. Мне хочется делиться, мне хочется отдавать какую-то информацию. Вот. Ведь только когда ты начинаешь отдавать, тебе действительно что-то приходит ценное, если ты отдаешь ценное, друзья. Вот это я поняла, и вы тоже об этом помните. Только отдавая, вы действительно получаете. Классная вещь. У меня стол шатается, поэтому я сейчас вот это вот попью, поставлю под стол и дальше буду рассказывать. Вкусная, очень вкусная, мне прям нравится. Самое главное, что оно помогает. Без разницы, вкусно, не вкусно. Даже если не вкусно, я бы пила бы. Самое главное, чтобы помогало. Вот. А тем, кто говорит, что здоровье это от скуки, ну, вам в любом случае придется об этом задуматься и поскучать в будущем. Вот. И я заранее об этом думаю. И поверьте, это не скучно, мне очень интересно изучать, развиваться и за собой ухаживать. Вот. Дальше. Получается, что вот эту квартиру мы снимаем, мы ее сами выбрали. Мы искали большую квартиру. Мы поняли, что здесь в Селевке, в Ташуджу, вот близлежащие районы, рядом с электростанцией, которая строится, очень-очень-очень-очень дорогие, даже, наверное, дороже, чем сейчас аренда в Алании. То есть здесь ценник, если с мебелью большая квартира, нормальная, хорошая, с бассейном, то это около $1000, друзья, в месяц. Вот, ну так как мы уже имеем свою мебель, мы решили сэкономить как раз-таки вот на этом моменте и снять пустую. Пустые квартиры здесь стоят намного дешевле. Почему? Потому что в основном приезжие на работу снимают именно с мебелью. Вот, ну, в общем, мы дальше нашли вот эту квартиру. Так оказалось, что у меня партнер живет недалеко отсюда, и прям это как будто бы, я не знаю, знак такой, то, что снять нужно именно эту квартиру. В общем, квартира стоит у нас 17 тысяч лир в месяц. Вот. Из них большую часть оплачивает организация. То есть есть такое как бы бенефит моментов, там многие моменты, которые оплачивает организация. Вот. И один из таких моментов это вот за квартиру, за обучение. Вот, и получается, что мы оплачиваем часть из этих денег. Не буду озвучивать, потому что бенефиты тоже нельзя озвучивать. Так, подождите, сахара не хватает. Сахар, кстати, я ложу 1 чайную ложечку. 1 чайной ложечки, поверьте, хватает.
Муж вообще пьет без сахара. Вот. И получается, что вот квартира стоит 17 тысяч. И большую часть, больше там 10 тысяч, еще больше, оплачивает организация. Вот. И мы еще, получается, сами платим айдат. Айдат у нас здесь 1200, если не ошибаюсь. Когда мы сюда заехали, было 750. С Нового года стало 1200 лир ежемесячно. Вот. Плюс квартплата. Квартплата здесь, я скажу, не такая большая. Ну, где-то 1000 лир квартплата. Если это 2 месяца, февраль, январь, такие самые холодные, там на отопление еще приходит плюс 1000, наверное, 1500 лир. Вот. Остальные месяца по 1000 лир квартплата. Получается, что квартиры здесь реально очень сильно дорогие. Если это район Ташуджу, то там еще дороже. Там, наверное, 1200 где-то такая квартира, как у нас, если еще и с мебелью. У нас в Сите есть детская площадка, баскетбольная площадка, очень много парковочных мест. Есть бассейн, есть сауны, даже 2 бассейна взрослых, 2 бассейна для маленьких и 2 сауны. Вот. Но они начинают работать, бассейны именно, вот где-то с июня. Так что скоро начну купаться, наконец-то. Вот. А сауны работают круглогодично. То есть, но там как бы в душе холодная вода, поэтому зимой не очень хорошо, не очень приятно. Как бы лифт спускается, конечно, прям до сауны. У нас сауна на бодром этаже. Это даже вот, здесь у турков первый этаж, это зиминка называется. А цокольный этаж это бодрум. Вот, так что они на бодром этаже находятся, сауны и бассейны. Вот, и на лифте можно прям до них спуститься. Но мы зимой не ходим. Вот недавно сходили, и то все равно хочется, чтобы душ был рядом. А в душ не хочется заходить, все равно еще вечерами водичка прохладненькая. Но, в принципе, тоже можно. Можно взять такой халатик теплый, махровый, одеть его, спуститься в сауну, сходить в душ, одеть обратно халатик, пойти домой. Как бы вот такой вариант. А вот, ну и тысяч, наверное, 15 у нас уходит все-таки 15 тысяч лир в месяц у нас уходит на, получается, обучение, там вот, и все дела вот с этими с моментами по недвижимости, да, там вот это все очень. Когда вы сюда только приезжаете для того, чтобы снять квартиру, это вообще, конечно, для нас было шоком. Естественно, сразу в первый же месяц, пока вы еще даже не начали работать, вам никто денег не дает. Вот. Нужно оставить депозит в размере месячной оплаты. Ну, допустим, в нашем случае нужно было оставить 17 тысяч лир за депозит, который потом в конце возвращается, если вы ничего не ломаете, ничего не портите в квартире. 17 тысяч за месяц и 17 тысяч берет комиссия агентства. Здесь без агентства снять, ну, очень сложно. Не такие квартиры уже как бы подубитые, которые люди сами сдают. Вот. Получается, нам надо было 17 умножить на 3. Найти вот такие вот деньги. Это 51 тысяча лир. И умножьте это на 3. Это где-то 150 тысяч рублей надо было сразу за раз. Вот так вот, вынь да положь, как у меня муж любит говорить. Вот, ну, как пришлось найти. Мы ехали из Газипаши, вот, и как бы уже даже на переезд нам еще надо было, что-то там около, я уже забыла, 25 тысяч лир, что ли, у нас ушло на переезд, чтобы мебель перевезти, то есть это еще дополнительно, да.
а дополнительно еще надо было за садик оплатить, то есть, но организация еще возвращает комиссию агентству. Единственный депозит, который вам возвращают, его вы платите с кармана. Но на это тоже можно написать заявление, чтобы как бы вам эти деньги временно выдали, и зарплаты потом вычитали там, как вот рассрочка. Вот, ну, мы так, в принципе, и сделали, мы воспользовались всеми моментами, как полагается, чтобы меньше почувствовать вот этот вот финансовый недостаток, да. Вот, ну, как-то так. Что еще интересно, вы пишите, я вам расскажу, друзья. Государственные садики здесь, в Селивке, вот мы, допустим, в Газипаше, когда ездили в садик, мы ходили в садик сначала, в первый же раз, когда мы только переехали в Турцию, мы, конечно, в частный садик отдали. Я помню, тогда частный садик на двоих у нас выходил 3100, это частный садик. Потом садики выросли 5000, помню, а летние садики, они еще дороже, они еще поднимают цену. Допустим, если мы платили 3000, то примерно надо было 6000 отдавать. Это летний лагерь, это июль и август месяц. Вот. Кто как бы не согласен, может просто не приводить детей в лагерь. Вот. И мы, помню, когда нам сказали, ну, мы платили 300 первое время за частный садик, и нам сказали, что будет летний лагерь 6000, мы просто офигели. Мы нашли садик подешевле, вот, там же рядом тоже частный садик, за 5000 на двоих отдали, и потом в августе месяце нам говорят, на двоих 7500. Мы такие, нет, мы решили, короче, август отдохнуть, и сразу же в августе мы решили податься в государственный садик, потому что нам сказали, что с сентября месяца частный садик будет так и так 5000 лир. Даже не то, что лагерь, а просто частный садик. Далее мы пошли уже в государственные садики. Были на тот момент до подорожания 800 лир. Потом после подорожания нам сказали, что будет где-то там что-то около 1200. Но в итоге, когда мы пришли уже в садик, нам сказали, что 1800. 1800, и помимо этого ежемесячно отдельно нужно отдавать по 500 лир. То есть в итоге у нас, короче, за двоих детей, ну, что-то там около, наверное, 5000 лир выходило в государственный садик уже, представляете? И так что то, что мы сейчас платим за все про все 8000 на всех детей, да, 1000 лир, но это вообще идеально, потому что тогда мы старшего сына в турецкий лицей отдали, в 9 класс он у нас успел в лицее поучиться, и у нас были там всякие происшествия, вы можете пролистать ниже, я вам рассказываю там то, что были такие конфликты с ребятами, которые даже дошли до, можно сказать, суда. Вот. И даже я здесь в здание суда ходила по поводу этого. Вы можете посмотреть ниже, у меня там очень много интересных роликов по поводу Газипаши. Вообще, как бы стараюсь рассказывать все в каждом ролике, особенно для новых подписчиков, новых зрителей. Но иногда вот это все равно вылетает из головы, я не могу прям, да, объяснить все, поэтому можете пройти ниже, просмотреть прям там по названию. Можете понять, о чем ролик, и посмотреть. Есть очень красивые ролики про пляжи Газипаши. В Газипаше очень красивая природа, очень красивые пляжи, и она, конечно, не сравнится с пляжами здесь, в Селивке, но в Турции везде природа красивая, вот в плане природы. Пляжи разные, конечно. Вот, и мы там тоже водили детей, и в месяц, сколько у нас было, что-то там, представляете, даже забыла. В месяц за обучение тоже что-то там около 10-15 тысяч лир было в лицее частном. Государственные школы, лицеи государственные, турецкие, там были все заполнены из-за землетрясения, потому что студентов очень было с разных районов, где были землетрясения, то есть в Газипаше тоже, и уже как бы не было места для дополнительных
иностранцев. Вот. А здесь государственных институтов, лицеев турецких очень много, но все-таки у меня сын выбрал все-таки русское образование. Ему, ну, уже как бы во взрослых классах, да, уже окончательные вот эти классы, оно уже как бы все равно привыкаешь к образованию, к которому ты получал до 9 класса, и хочется тоже вот обучаться именно уже по вот этой программе русской. И поэтому он сказал, что здесь он пойдет все-таки в русскую, тем более она оплачивается. Вот. Но это русскоговорящая школа, русская школа, она только для работников АКУЮ, сразу говорю. Вот. Других не принимают. Даже с гражданством Турции там учиться нельзя, потому что вышел такой закон, может быть, он, конечно, был, что сами же турки не имеют права обучать детей в международных школах, а это международная московская частная школа имени Пушкина. Вот, и, в общем-то, разница, конечно, в нашей школе, которой он учился в Татарстане. Ну, вроде школа была очень сильная, хорошая, новая у нас, но разница все равно есть. Здесь очень строго, очень сильные как бы учителя, очень строгие, и вот прям видно, что он занимается. Очень хорошо занимается, очень, как вот по ОГЭ, очень прям сам сдает, ничего не списывает. Подготавливается, конечно же, вот, и он уже сдал, вот, у нас обществознание он выбрал дополнительно, и географию, допустим, у нас в Татарстане, там 6 надо предметов сдавать, это основные математика, русский язык, и 2 предмета на выбор, плюс обязательно татарская литература и татарский язык. Здесь же не надо татарский язык, татарская литература, здесь ее вообще как бы нету. Просто 2 основных, математика, русский, и еще дополнительно он выбрал обществознание, и вот сегодня у него география. Обществознание он уже сдал, он говорит: мам, я, наверное, написал на 5, на 4. Вот. Получается, дополнительное вот предстоит это математика и русский язык, это, конечно, посложнее, там тяжелее, там дольше. Вот. Некоторые английский выбирают, многие как бы по-разному. Вот. И здесь вот если брать государственные детские сады, здесь, говорят, тоже они как бы недорогие, но там нету мест. Вот мне писали, я сначала планировала отдать в государственную, чтобы у нас вообще как бы бесплатно было, можно сказать, обучение, потому что садики, ну, они недорогие, да, но вот все-таки частный садик под боком, мы решили отдать все-таки в частный садик детей, вот, и в государственный садик все-таки не берут, сказали. Вот, но что касается среднего образования, среднего начального образования, здесь турецкое образование, оно бесплатное в школах. Вы можете, конечно, в частную отдать, где платно, государственные же бесплатные, это только садики платные. Ну, естественно, за питание, конечно же, вы платите. Я помню, где-то около 100 лир в день было питание. Вот. Еще какие моменты вам рассказать? Ну, в общем-то, вот так вот мы живем. Продукты питания здесь подорожали. Вот за 2 года подорожало даже почти на 10 раз некоторые продукты. Мы вот приезжали, мясо стоило 165 лир за килограмм, 165 лир за килограмм, представляете, да? Ну, как у нас примерно. Сейчас за килограмм мяса стоит, ну, 550-600 лир. Вот, курица тоже подорожала, вот, где-то 300 рублей за килограмм сейчас, в рублях, если. Хотя стоила вообще копейки, дешевле, чем у нас в России. Рыбка тоже стоила дешевле, чем у нас в России. Но сейчас, как бы, если брать вот эту дорогую красную рыбу, она тоже дешевле стоит. Все-таки мы ее покупаем где-то вот 175 за килограмм лосося. Чищенную уже в Мигросе ее и в Каррефуре, в принципе, уже чистят. Вот. Ну, как-то так.
По поводу питания, конечно, мне здесь больше нравится, потому что круглый год доступны фрукты и овощи. По поводу цены, конечно, они намного дешевле, когда не сезон. Если вот брать не сезон, в России они очень дорогие. Здесь они намного дешевле. Круглый год огурцы, помидоры, ягоды, фрукты, овощи. Круглый год зелень. Мы кушаем вот в этом плане, как бы море рядом. Да, я люблю и свои родные края, я люблю и природу там, но как бы я рассказываю, почему я все-таки переехала сюда. В предыдущем ролике вы можете посмотреть. Там как раз знакомство со мной, зачем я переехала в Турцию и кто я. Для тех, кому скучно, кто-то начинает говорить, что типа я якаю, почитайте, пожалуйста, название ролика, написано «Кто я?». Поэтому там, наверное, я все-таки якаю, да, потому что я рассказываю о себе. Вот. Если вам это не нравится, вы можете переходить на другие каналы, вы можете снимать про себя ролики и сами якать, если вам хочется якать. Вот. Обычно все делятся тем, что их наполняет. Все, кто мне что-то пишет, я сразу понимаю, что именно вот эта проблема, о которой он написал, это его личная проблема. И обычно мы делимся тем, что нас наполняет. Действительно, оно так. Поэтому для того, чтобы что-то отдавать, для того, чтобы создавать YouTube-канал, нужно сначала самому наполниться. Чтобы отдавать что-то хорошее, нужно наполниться хорошим. Когда ты какой-то негатив несешь, значит, этот негатив в первую очередь сидит в тебе. Когда ты что-то плохое желаешь человеку, ты в первую очередь желаешь это себе, потому что это плохое сидит в тебе и каждый день тебя отравляет, друзья. Вот там пример, допустим, мне пишут, типа, пустота, ролик ни о чем, пустота. Вот, эта пустота сидит в вас. Вы поделились этим, значит, вы пустые. Там кто-то написал, часто якает и все такое. Значит, якать любите вы, потому что вы этим делитесь. Вот, обычно ты делишься тем, действительно, что тебя наполняет, и нужно об этом задуматься. Ты видишь в людях то, что определяет тебя. Это действительно так. Я очень много читала, я очень много развивалась в психологии, в духовности, в осознанности и понимаю эти моменты сразу. Вот сразу. Если человек что-то отрицает, значит, в первую очередь человека мучает это. Вот. Если человек принимает все, значит, человек открыт, человека ничего не мучает. Нужно принимать, нельзя отрицать, потому что когда ты начинаешь отрицать, именно это в тебе зарождается, друзья. Поэтому на этой прекрасной ноте заканчиваю этот ролик. Всех очень сильно люблю. Всем желаю счастья, радости. Делитесь позитивом, делитесь своими какими-то радостными моментами. Пусть даже не вот так вот с кем-то по соцсетям. Делитесь лично. Кстати, почему я соцсети открыла? Потому что здесь, в Турции, нельзя работать офлайн. Да? Это только вот единственная организация, да, которая действительно берет на работу, берет на работу с кучей условиями, там нужно знать и турецкий язык, и английский язык, не в идеале, конечно, но все равно нужно знать, нужно высшее образование, нужно очень такой хороший стаж работы. Вот у меня муж работал руководителем проекта у себя на родине и, долгое время. И в этом плане очень хороший, богатый опыт у него, поэтому его взяли. Вот. И просто так пойти куда-то на работу, нельзя. Нельзя. Вас могут просто на самом деле неофициально пойти на работу. Вас просто могут отсюда депортировать. Поэтому организации такие мелкие, там, и куда-то там выйти просто поработать не получится, потому что на одного иностранца турки должны взять еще дополнительно 5 турков. То есть в законодательстве
Вот так вот прописано. И им невыгодно брать иностранца на работу. Он еще, как бы, за него еще нужно платить страховку. Вот, то есть вот эти все моменты, они мешают иностранцам здесь работать, устроиться на работу. Поэтому я все-таки выбрала YouTube удаленно работать и Atomy. Вот Atomy — это компания, это вообще готовая платформа торговая для торговли. Вот. И корейская продукция, она как бы сама за себя говорит, качество очень хорошее. И здесь не нужно толкать, продавать что-то, здесь просто нужно заменить обычные какие-то товары потребления корейскими товарами и рассказывать о них. Все. Если хотите, можно звать на бизнес людей. И для тех, кто вот так вот переезжает, все-таки, кто, допустим, задумывается о переезде, заработке каком-то удаленном, можете подумать по поводу Atomy. Atomy — это очень классное такое предложение, где можно действительно заработать. У девчонок чеки вообще классные. У нас в структуре все работают удаленно с разных точек земли. Кто-то из Москвы, кто-то из Израиля, кто-то в Турции, кто-то еще где-то. И все мы очень сильно довольны, нам очень нравится. Есть обучение, мы все общаемся, именно общаемся онлайн, удаленно работаем. Даже вот если я кого-то там сейчас начну подписывать под себя, это я все делаю удаленно, отправляю ссылочки людям. Это очень легко, этому всему мы обучаем, так что кто заинтересован, напишите. Кстати, вот по поводу удаленной работы, по поводу на Ютубе, да, вот я говорила, что сейчас на Ютубе не заработаешь. Социальные сети нужно вести для тех, кто именно вот, может быть, в сетевом бизнесе, может быть, в какой-то торговом бизнесе, да, именно вот в удаленке. Нужно обязательно развивать социальные сети. Вот, отдельно допустим, отдельно YouTube. На Ютубе много денег не заработаешь. Ну а если для рекламы, то, конечно, социальные сети — это вообще идеально. Вот. И вести социальные сети — это тоже нужно уметь. У нас есть обучение и по поводу этого, как вести Инстаграм, как вести Ютуб, как вести ВКонтакте. То есть у нас это все бесплатно, вы понимаете? То есть некоторые девчонки уже вот это вот бесплатное обучение, можно сказать, даже продают. Вот, а я вам дам бесплатно все это, все инструменты. И готовая платформа, логистика. Мне вот девчонка на днях написала: а что, говорит, нужно интернет-магазин открывать какой-то? Я говорю, не надо ничего открывать. Это, говорю, уже все за тебя сделано. Так что не переживай. То есть я ей объяснила, все рассказала. И вам тоже я все буду рассказывать. Кому интересно, пишите, друзья, мне, я вас научу. Это очень интересная тема. Оздоравливаться самой, делиться этим с людьми. Это очень приятно. Приятно пользоваться качественной косметикой, приятно пользоваться качественными БАДами, приятно пользоваться какими даже порошками, зубными щетками, зубными пастами. Реально приятно пользоваться, друзья. Шампунями, лосьонами, гель для душа. Все это очень-очень приятные, ароматные такие, не знаю, это, мне кажется, дополнительное какое-то счастье несет в твою жизнь. Вот. Всем желаю счастья, любви, здоровья. И, конечно же, самое главное, самое-самое главное — это мирного неба над головой, друзья, всем.